Аж страшно. Друзья, всем привет! Меня зовут Лена Григор, и вы на моем канале о жизни. Сегодня я приглашаю вас в самый, можно сказать, престижный, не побоюсь этого слова, магазин продовольственный в Брисбене. Не все его знают, но это тот магазин, где можно купить все. Вот уже по выбору цветов вы можете сейчас понять, что этот магазин – это то место, которое вам стоит посетить. Я не делаю рекламу для этого магазина специально, но я хочу, чтобы те люди, которые жили в Брисбене или в округе, знали, что если вам что-то нужно, очень уж необычное, вот как эти, например, карусельки, или продукты, которые вы не найдете нигде больше, вы нашли в Harris Farm Markets, который находится в Брисбене, в районе Уэст-Энд. Вы сами можете этот адрес найти через Google. Здесь есть абсолютно все. И если в таких магазинах, как Coles, Woolworths, IGA, Aldi, какой-то лимит продуктов, то здесь вот то, что есть там, плюс то, что есть на рынках, и то, что нет нигде вообще. Вот это вы можете найти в этом магазине. Я не знаю ни одного продукта и его разнообразия, которое вот вы не могли бы найти. Это и помидоры. Вот вы сейчас видите грибы. Просто лисички, и белые, и сушеные, и свежие. Зелень всевозможная и самая необычная. Это, конечно, в Harris Market. Вы также можете увидеть здесь разные орехи, всевозможные, какие только можете себя в голове представить. Яйца. Естественно, яйца и в разной дозировке, и яйца перепелиные, и яйца, в общем, яйца. Переходим в мясной отдел. Я не очень люблю этот отдел, так как мясо не ем давно, но для любителей мясной продукции здесь просто парадайз. Всевозможные и невозможные, и возможные продукты, и мясопродукты по разной цене и по любому кошельку. Вот вы видите и какие-то полуфабрикаты, и даже коза. Пожалуйста. Вот. И фарш, конечно. За мясным у нас отделом, как обычно в Австралии, идет рыбный. По поводу рыбы могу сказать, что цена здесь не дешевая, но вы можете купить абсолютно любые морепродукты, которые у вас в голове могут возникнуть. Это есть и у них и свежезамороженная рыба, и охлажденная, они ее здесь чистят. И также рыбная продукция. Кстати, для любителей копченых каких-то рыб, сардин. Вот видите, это я купила, кстати, мулет, кто знает эту рыбу. Это икра. Конечно, семга, которая в достаточном количестве, крабы, и остальные продукты. Вот. Также здесь есть разные специи, которые вы можете найти только здесь, я верю, и их даже отдел соли. Какая соль в голове у вас возникнет, целая этажерка с солью, пожалуйста. Спагетти, которые, например, кто не любит глютен, здесь есть спагетти, которые без глютена продаются. И, соответственно, всякие соусы, масла оливковые и не только оливковые. В общем, смотрите сами. Вот такой у меня сейчас получается поход по этому магазину. Я его очень люблю. И всегда себе, если мне что-то нужно из ингредиентов, я сюда всегда прихожу.
Кстати, сыры здесь просто великолепны. Я не знаю, сколько их здесь видов. Может быть 300, может быть 200, 400. Не знаю, их просто, по-моему, 8, наверное, рядов. И, в общем, тут сыры всевозможные. И, как я уже сказала, по разному кошельку, в общем, по разным доходам. Вот. И мягкие сыры, и твердые сыры. И это сыры со всех стран мира. Молочной продукции много, оливков много. Ну вот кто любит, кстати, что это, хумус или как это называется, не ела и есть не хочу, но для вас вот специально сняла. Вот. Молочная продукция, кстати, здесь я купила то, что никогда не пробовала в жизни. Вот хочу с вами поделиться, что я всегда люблю в этом магазине найти то, что я никогда не пробовала. И вот хоть один продукт. И вот сегодня я его нашла. Вот, и купила. Смотрите, вот дальше. Это было в молочном отделе, естественно. И это, кстати, вот молоко, которое можно на разлив. Свежее. В общем, и йогурты, и овечьи, и козлиные, и козьи. Вот. В общем, что душе угодно. И мюсли, в общем, меда, какой мед вам нравится, из каких растений вы можете здесь это также купить, найти. В общем, потрясающий магазин. Известная Манука, вот австралийская, вы сейчас видите ее. Вот, кофе на развес, и колумбийский, и бразильский, какой хотите, можете себе отсыпать, сколько грамм вы хотите, взвесить здесь, помолоть. Ну, возвращаясь к молочной продукции, скажу, что я сегодня нашла невероятный для себя продукт, и это верблюжье молоко. Вот. Ну что, купила я это верблюжье молоко. Такая тут веселая женщина в шляпе, и верблюд веселый улыбается. Сейчас попробую его открыть и посмотреть, какое оно на вкус. Аж страшно. Надеюсь, у меня эти два горба не вырастут. Так, стакан. Ничем не пахнет. Но верблюдом точно не пахнет. Ой, какое вкусненькое. Мне немного напоминает, если кто пил козье молоко. Но немножко оно соленоватое. Вот как козье, только соленоватое. Но вы знаете, абсолютно я думала, оно будет какое-то, может быть, мне неприятное. А оно прям приятное. Неожиданно. Вкусно как. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Ну и взрослые тоже. Ребята, кому понравилось мое путешествие сегодня, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк. Ну а это молочко я буду еще пить, пить и пить.